Всем привет, дорогие подписчики, ну и те, кто просто зашел посмотреть это видео. За последнее время известные бренды в мире квадрокоптеров выпустили модели с названием Mini, такие как DJI, естественно, и FIMI, например. Концепция такой модели заключается в том, чтобы это был небольшой, доступный и в то же время наполненный достаточным функционалом для съемки дрон, который можно взять с собой в путешествие или какую-нибудь поездку. Компания Hapsan тоже решила не отставать и открыла свою линейку таких моделей под названием Hapsan Zino Mini, о которой мы сейчас поговорим. Давайте начнем сразу с самых прикольных новшеств, а остальные характеристики оставим на потом. Начнем с того, что в Hapsan Zino Mini напихали большое количество датчиков для более безопасного полета. Датчики препятствия квадрокоптера расположены как сзади, так и спереди, по два с каждой стороны. Некоторые принимают их за ультразвуковые датчики, но на самом деле это камеры, которые надо откалибровать с помощью специальных картинок на экране компьютера. Они не дают дрону сталкиваться с препятствиями и сигнализируют об их наличии звуковым сигналом, как это сделано, например, у дронов DJI. Такое техническое решение очень упрощает полет и продлевает жизнь вашему летательному аппарату. Также снизу находятся два инфракрасных датчика, которые позволяют более корректно рассчитывать расстояние до поверхности под дроном. Благодаря этому Zino Mini можно посадить хоть на ладонь, хоть на что другое на разной высоте, в отличие от посадки с помощью барометра, который измеряет высоту только от уровня моря. Ну и это еще не все. Снизу дрона расположен еще и оптический сенсор, который служит для более точного позиционирования в полете и при зависании на месте. Чтобы не возвращаться больше к тому, что находится снизу, отметим также яркий светодиодный фонарь, который в темное время суток выдает довольно мощный световой поток. Вы теоретически можете использовать дрон для освещения дороги в темное время суток. Тем более, что время полета у него очень большое, аж до 40 минут. Понятно, что это в самом щадящем режиме, но при общих равных время полета все равно будет очень значительным. Раз уж затронули время полета, скажем сразу и об аккумуляторе, который его обеспечивает. Емкость аккума составляет 3000 мАч, что для такой небольшой модели очень значительно. Нельзя не отметить и удобное компактное зарядное устройство в форме куба, с помощью которого можно быстро заряжать сразу 4 аккумулятора всего за 1,5 часа. Теперь о том, для чего он нужен в первую очередь. Камера. Она расположена на трехосевом подвесе, который компенсирует колебания во время полета, делая видео более четким. Характеристики ее очень даже на уровне. Она может писать видео в разрешении от Full HD 60 fps до 4К 30 fps. Также есть возможность менять битрейт видео, который можно изменять до 200 мегабит в секунду, настраивая тем самым размер ролика и глубину цветопередачи по вашим требованиям. В процессе полета видео передается на ваш смартфон в реальном времени. На смартфон необходимо установить специальное приложение. Как вы можете видеть, качество съемки видео получается на очень достойном уровне. Команда Hapsan добилась высокого результата. Фотографии тоже получаются очень и очень неплохие. Также камера имеет шестикратный гибридный зум. Гибридный — это значит, что используется как оптическое увеличение, так и цифровое. Камера может писать видео сразу в двух разрешениях – высоком и низком. Это для того, чтобы вы могли, например, быстро скинуть ролик с низким разрешением кому-нибудь на телефон, а с высоким использовать уже у себя дома. Следующая неплохая вещь – это встроенная память. Есть варианты со 128 гигабайтами и 64. Скинуть видео с коптера вы можете через USB интерфейс. Установка внешней карты памяти не предусмотрена, о чем гласит надпись на стикере. В приложении можно также наблюдать за температурой батареи и температурой процессора. Пульт управления имеет LCD-экран, на котором вы можете видеть различные параметры. В этом контексте пульт даже лучше, чем у DJI Mini 2, который не имеет экрана. Передача видеоизображения в данной модели идет на смартфон через пульт, с которым он должен соединиться по Wi-Fi, что сильно лучше, чем у более бюджетных моделей, в которых видео передается напрямую на телефон и расстояние ограничивается возможностью антенны телефона. Расстояние связи с пультом Zino Mini по заявлению производителя достигает от 6 до 10 км, в зависимости от стандарта связи. Также не забывайте, что расстояние всегда зависит от места. За городом оно всегда больше, а при наличии вокруг домов и других строений с множеством источников, загрязняющих радиоэфир, оно будет меньше. А вообще я бы не советовал вам пытаться улетать на такие большие расстояния, так как никакая техника не застрахована от поломок и различного рода форс-мажорных ситуаций. Лично мне всегда достаточно от 1 до 1,5 километра. Сначала, конечно, всегда охота попробовать улететь далеко, но у большинства это быстро проходит, и дрон начинает использоваться для съемки в ближайшей местности. Вес квадрокоптера, кстати, 249 грамм, то есть он входит в класс летательных аппаратов до 250 грамм, и его не надо регистрировать. Хотя скажу, что в этой самой регистрации нет ничего сложного и страшного. Hapsan Zino Mini имеет возможность летать как в обычном, так и в спорт-режиме, скорость при котором достигает 57 км в час. Дрон может сопротивляться скорости ветра примерно до 10 метров в секунду.
но не стоит этим злоупотреблять, а также улетать далеко по ветру, если он сильный, так как при возвращении назад, двигаясь против ветра, дрону может просто не хватить заряда. Узнать скорость ветра в вашем районе и на разных высотах, как в данный момент, так и прогноз, можно в очень удобном сервисе Ventusky. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Теперь об интеллектуальных режимах. Данная модель умеет делать панорамный снимок. Она зависает на одном месте и, вращаясь, делает несколько фото, которые потом склеиваются в один. Также производителю удалось добиться хорошего качества в темное время суток. Вы можете теперь снимать отличные ролики вечернего и ночного города, например. Естественно, Zino Mini умеет автоматически возвращаться назад по вашей команде, по разряду батареи или при потере связи. Без этой функции сейчас нет, наверное, ни одного более-менее приличного дрона. Также присутствует режим «Следуй за мной», при котором квадрокоптер будет двигаться за выбранным вами объектом и снимать его. Это одна из любимых всеми часто используемых функций. Еще одной функцией, которую часто используют люди, является режим орбиты. Квадрокоптер делает облет по кругу выбранной вами точки, причем в данном случае режим орбиты качественно прокачан. Можно настраивать высоту, радиус и скорость полета. Кроме этого, можно в процессе управлять углом камеры. Режим движения по точкам здесь тоже очень неплохой. Квадрокоптер перемещается по координатам, которые вы выбрали на карте в приложении. Причем можно задавать высоту каждой точки и время зависания на ней. Еще имеется режим движения по прямой, в котором можно задать дистанцию и угол. С помощью этого режима можно сделать пролет над интересующим вас участком и его съемку в автоматическом режиме. Вы можете выбрать комплектацию как с сумкой для переноски, так и без нее, чтобы удешевить свою покупку. Количество аккумуляторов вы тоже можете выбрать от 1 до 4. Как всегда, посоветую брать как минимум с 2. Ну и в заключение скажу, что модель получилась очень достойная. При своих скромных размерах она имеет очень неплохие характеристики и богатый набор функций. Поэтому он может поспорить со своими ближайшими конкурентами за место в своей нише. Ссылки на Hapsan Zino Mini и другие квадрокоптеры будут в описании под видео. Если оно было для вас полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А вам я желаю правильного выбора и отличных полетов. До новых встреч!